Всем привет! В этом видео приготовим масляный крем на швейцарской меренге и украсим торт в винтажном стиле. Если вам интересно, смотрите дальше. Я буду собирать торт колибри. Это бисквиты с бананом и ананасом и кремом маскарпоне. Отдельно подготовлю видео с бисквитами, и там я подробно расскажу, как приготовить бисквиты и какой крем лучше подойдет к этому бисквиту. Для прослойки я еще приготовила банановый крем, но так как банан очень яркий вкус дает, то это на любителя. Прослойку из банана можно не добавлять, если не особо любите выпечку с бананами. Торт собираю 16 сантиметров в диаметре, высотой немного выше 10 сантиметров мне получился. Использовала 6 коржей бисквита, 2 прослойки с бананом и крем на маскарпоне со взбитыми сливками. Собираем торт слой за слоем. И потом ставим в холодильник, например, на 5-10 часов, так как бисквитам надо пропитаться с кремом, чтобы торт был более стабильный, когда мы его будем выравнивать. Когда собрали все коржи с кремом, сверху кладем пищевую пленку, и можно поставить что-нибудь сверху потяжелее. Мне остался один бисквит. Я всегда торт равняю вначале бетонным ганашем. Это для того, чтобы торт был стабильный. Для бетонного ганаша нам понадобится какао-масло, белый шоколад и сливочное масло. А приготовить его очень просто. Растапливаем какао-масло, добавляем белый шоколад, все вместе мешаем, растапливаем до однородности. Остужаем примерно до 35 градусов и добавляем к сливочному маслу. Если сливочное масло комнатной температуры, то шоколадную массу можно остудить до 30 градусов. Если сливочное масло еще немного холодное, недавно из холодильника, то можно шоколад не полностью остужать, а добавить где-то 35-37 градусов и взбивать частями со сливочным маслом. Теплый шоколад немного растопит сливочное масло, и он быстрее будет взбиваться. И не надо будет его ждать, чтобы он стал мягкий. Примерно в 3 этапа добавляю к сливочному маслу шоколадную массу и миксером взбиваю до однородности. Использую я ганаш всегда не особо густой, он еще вот такой немного как бы стекает. С таким удобно работать, легко наносить на торт. Достаем торт, снимаем кольцо, бортовую ленту. Первый слой ганаша мы наносим тонкий слой, чтобы собрать крошки и чтобы эти крошки в дальнейшем не мешались. Ставим потом в холодильник на примерно 5-10 минут, наносим второй слой ганаша и потом наношу еще 3-й слой и равняю торт. Ганаш равнять удобно не тогда, когда он постоял в холодильнике, а тогда, когда только нанесли крем на торт, он еще не застыл, мягкий. И вот проходимся по бокам спатулой. Можно взять линейку 90 градусов, тогда 100% наш торт будет ровный. Так как у линейки 90 градусов угол. Равняем торт, потом сверху тоже наносим ганаш, равняем.
Обычно торт надо выровнять очень ровно. Тогда лучше сверху класть подложку на 1 сантиметр больше торта и такую же подложку снизу торта. Выходит, если торт у нас 16 сантиметров, то подложку мы берем 17 сантиметров. И между подложками наносим крем, равняем торт. Далее приготовим швейцарскую меренгу для масляного крема. В металлическое блюдо я насыпаю сахар, добавляю яичные белки и ставлю вот это блюдо на водяную баню. Нам надо, помешивая, довести вот эти белки с сахаром примерно до 55 градусов или до того, пока сахар полностью растворится. Проверить, растворился ли весь сахар, мы можем, проведя вот эти белки между пальцами. Если не чувствуем крупинки сахара, вся масса однородная, то можем снимать с водяной бани. Так как я буду использовать желтый крем, торт буду готовить желтый цвет, то я сразу краситель добавила к белкам, порошковый краситель, перебила блендером, чтобы краситель быстрее разошелся в белках. Если использовать гелевый краситель, то он сам по себе быстро растворится, а если порошковый, то лучше перебить блендером. Потом белки надо сбить еще миксером до воздушной такой пышной массы. И в то время они еще остудятся примерно 30-35 градусов. Если сливочное масло холодное, то можем использовать белки 35 градусов. Если сливочное масло комнатной температуры, то белки используем 30 и ниже градусов. Белки со сливочным маслом надо сбить до однородной массы. Но не просто до однородной, но такой легкой, воздушной, кремовой. Если в этом этапе кажется, что масса остыла, и сливочное масло не очень хорошо объединяется с белками, на 2 секунды поставим микроволновку, подогреем эту массу и продолжаем взбивать миксером. Потом, если у вас есть насадка, лопатка у миксера, надо вот этот крем еще перемешать с такой лопаткой, так как взбивая белки со сливочным маслом, там образуются вот такие пузыри воздуха. Они будут мешать при украшении торта. Или лопаткой просто перемешиваем до такой однородной массы, чтобы не оставались внутри воздух, пустоты, пузыри. Наносим этот крем не особо толстым слоем на торт, который выровнен ганашем. В этом этапе крем нам не надо слишком толстый слой наносить, только столько, чтобы придать нужный цвет торту, так как торт уже выровнен ганашем, он стабильно и крепко держится. Этот крем очень удобно равнять не когда он комнатной температуры, а когда он постоял в холодильнике. Мы, например, нанесли крем на торт и ставим в холодильник. Потом через какие-то 10-15 минут достаем и проходимся спатулой. И очень хорошо крем равняется, остается гладкая поверхность. Даже на 5 минут можно поставить в морозилку, и тоже крем быстро застынет, и очень хорошо можно равнять. Если торт украшается вот в таком стиле, где потом будут всякие кремовые добавки с насадками, там узоры разные, то нам не надо, чтобы торт вот на 100% со всех сторон был очень-очень ровный. Конечно, если есть время и желание, можно его идеально ровно выровнять. Но в целом это все потом спрячется за кремовым декором, если где-то будут какие-то мелкие неровности.
Торт в винтажном стиле можно готовить с разными насадками. Даже можно взять там 1-2 насадки и по-разному наносить крем. Я взяла вот такую насадку и делаю такую как маленькую юбочку. Конечно, если есть больше насадок, то вариантов декора будет больше. Потом с открытой большой звездой прохожусь по нижнему. Сверху юбочки вот делаю вот такие узоры. И так как я с кремами, с насадками вообще не работаю, то для меня это было такой, как эксперимент, что получится. Насадка, листик тоже можно использовать, сделать такую как юбочку. Конечно, чтобы весь торт был ровный, надо поделить, померить, чтобы вот все вот эти расстояния были одинаковые. Я ничего не мерила, не смотрела, просто наносила крем на глаз. Видно места, где там расстояние между кремом побольше, где поменьше. Но в итоге получится красиво. Вначале думала, что буду готовить в одном цвете торт, только желтый, но потом посмотрела, что немного хочется добавить белый цвет. Приготовила еще половину порции крема и оставила его в белом цвете. Желтый крем мне ушел полная порция от указанного рецепта. Белый крем подготовила пол порции и немного-немного совсем остался крем. Чтобы готовить торт вот в таком стиле, украшать с кремом, уходит очень много крема. И, конечно, это масляный крем, он жирный, он сладкий. Я бы советовала выбирать начинку такую, где внутри нету масляного крема, так как если еще внутри добавить масляный крем, то торт будет нереально сладкий, жирный. Ну, конечно, это на любителя. Поэтому я выбрала вот эти бисквиты по составу торт колибри. К ним подходит и вот масляный крем, и крем на сливках. Внутри много крема я не добавляла, так как бисквиты сами по себе сочные. И еще снаружи очень много этого крема. Но на мой взгляд, вот этот крем, который мы наносим снаружи, это не для того, чтобы мы его потом весь съели вместе с тортом. Это просто украшение. Так же самое, как мы делаем декор из мастики, из изомальта. Это весь декор. Он как бы съедобный, но в то же время это не обязательно все съесть. Это декор. Вот это надо понимать, что если остался крем, он там много, это ничего страшного, если его не съедят и выбросить. Потому что это декор, мы хотим добиться какого-то вот визуального эффекта, мы наносим этот декор. Потом я взяла вот такую мелкую насадку, очень мелкая, тонкая, и попробовала сделать вот такие как ниточки. Так как я с кремом не работаю, чтобы их нанести ровно, красиво, тут надо потренироваться. Мне не получилось. Я просто с кисточкой сняла вот этот крем и нанесла насадкой звездочка другие узоры. Удобно снимать ненужный крем, ненужные вот эти места равнять, когда крем застыл. Мягкий крем, он как бы мажется, пачкает там сам торт, особенно если это другой цвет. А если поставить торт в холодильник, и потом вот снимается вот только то место, которое нам лишнее, которое нам не надо. Вот с маленькой насадкой, звездочкой наношу такие узоры. Торт в таком стиле, если потренироваться, украшается недолго и несложно. Конечно, это несложно тем, кто в основном работает вот с насадками. Так как я с насадками не работаю,
То да, мне было не особо все ровно, но в целом результатом я довольна для первого такого стиля торта. Мне понравилось. И пройдемся по минусам и плюсам этого стиля торта. Какой минус? Минус такой, что уходит очень много крема. Вот крем уходит много. Если взвесить крем на 16 сантиметров в диаметре торта, высотой примерно 10 сантиметров, уходит 450 грамм сливочного масла. Это только сливочное масло. К нему еще мы добавляем яичные белки и сахар. Еще минус такой, чтобы окрасить вот этот масляный крем, уходит много красителя. Конечно, если мы будем готовить белый, коричневый, то там краситель нам не надо. Но если хотим яркие цвета, то окрасить масляный крем уйдет много красителя. Ну и какие плюсы? Плюс такой, что это очень эффектные торты. В итоге мы получаем очень празднично, очень красиво. Я думаю, такой стиль торта понравится как и маленьким детям, так и взрослым. Плюс еще такой, что если потренироваться, то украсить такой торт не надо много времени. Просто надо потренироваться, работать с насадками, чтобы было все ровно, красиво. Конечно, масляный крем это съедобный, это крем вкусный. Но мы не можем съесть весь крем, который нанесли для декора. Тут выходит очень жирно, очень сладко, так как этот крем сам по себе он жирный, сладкий. Если его немного, то он очень вкусный, но если слишком много, то уже приторно. Поэтому, да, я считаю, что такой крем, к нему надо относиться не просто как съедобная часть, а как к части декора. Вот мой младший сын, он крутился вокруг этого торта, хоть обычно он не обращает внимания на торты. Он их видит очень часто, и он не обращает внимания. Но тут он увидел вот эти все узоры из крема, они так дают в глаза, что он крутился вокруг и не мог дождаться, вот когда я ему разрешу попробовать. Так что да, вот такой стиль очень интересный, эффектный, красивый. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Всем пока!